Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург, и у меня для вас потрясающая новость. Этот выпуск для вас сегодня проведу не я, а наша замечательная подруга Бахыт, которая родилась в Актобе. Давайте знакомиться. Ваня и Саша, а теперь о себе. 70 лет, пенсионерка, зовут меня Бахыт. Фамилию, наверное, не обязательно знать, но если вы настаиваете, то как Саша Карельский, так я, скажем, Актилекова. То есть человек, который с светлыми пожеланиями обращается к обществу. Я не блогер, ни на кого не подписана, просто свободный человек. Давно уехала из Актобе. Кстати, жила на проспекте имени Алии Молдогловой. В 200 от памятника нашей славной героини. Но всегда, когда проходила мимо памятника, где горит огонь, всегда необъяснимые чувства охватывало меня. А песни Димаша слушаю по возможности, так как они, что называется, трогают меня, навевая как светлые, так и грустные. А в последнее время смотрю, как говорят сейчас, реакции. Нравится Генрих Ша или экспансивный ирландец Барри и многие другие. Собственно говоря, эти реакции расширяют кругозор в области музыки, исполнительского мастерства. И, наконец, посылаю дополнительно фото, на котором Батыржан и я. До свидания. Бахыт. Как вы уже поняли, речь пойдет теперь уже о знаменитом художнике, которого в одночасье узнал весь мир, благодаря Димашу. Что же о нем удалось выяснить Бахыт? Ваня и Саша, это опять Бахыт. Вот сегодня, 25 июня, в газете «Вечерний Алматы» появилась заметка следующего содержания, которую я позже вам вышлю. И я решила воочию увидеть то, о чем говорилось в этой заметке. Так как заметка не была подписана и не было написано, кто же нарисовал этот мурал, то я решила узнать о художнике, и потому и поехала к этому дому. Впритык к этому дому стояло кафе, куда я зашла, чтобы спросить у девушек, может быть, они знают, кто есть художник, кто рисовал Димаша. И тут они мне показали молодого человека, стоящего у стойки. Это был Садвакасов Батыржан, имя которого состоит из двух слов. Батыр – это силач, богатырь, герой, смельчак и так далее. Жан – душа. На самом деле оказался очень скромным человеком. Он ничего не хотел о себе рассказывать. Дословно. Как раз таки художник, который и рисовал Димаша. Ему тоже 26 лет. Он закончил колледж при Казахской государственной академии строительства и архитектуры. Затем жил в Петербурге год, работал и потом вернулся в Алмату. Сейчас он участник группы графистов, которые работают и украшают набережную Большой Алматинки. Обновление рисунка происходит постоянно с официального разрешения городских властей. Сейчас он свободный художник, живет с мамой, собакой и 2 кошками, как он мне сказал. Мама Батыржана любит слушать Димаша, и вот он решил его нарисовать. Рисовал бесплатно. Да и спонсора, который дал деньги на краски, он фактически не знает. Спасибо, скажем, и второму участнику этого события. Батыржан говорит, что его девиз – это любовь, вера и надежда. И мы все, я и в том числе все остальные алматинцы, выражаем надежду, что у него все в будущем сложится хорошо и удачно. До свидания. Бахыт. Меня зовут Вера, команда DQ хочет поблагодарить Батыра за этот потрясающий рисунок Димаша. Мы дарим вам, Батыр, туалетную водичку Димаша Кудайбергена. Скажите, пожалуйста, сколько времени занял этот рисунок у вас? Дня 3. 3 дня. А кому пришла в голову идея такая нарисовать именно Димаша? Это имени. Спасибо вам большое. Вся наша страница уже заполнена этими фотографиями. Все фан-клубы по всему миру уже распустили эти фотографии, делают репосты. И нам очень трепетно и радостно от того, что почитается талант Димаша. Просто в прямом смысле на каждом углу Казахстана. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы благодарим эту чудесную, мудрую женщину за дружбу. Вы даже не представляете, сколько советов и полезных материалов она для нас присылает. Мы не успеваем за ней угнаться.
поддержите ее лайком, сделайте репост этого видео. Я хочу, чтобы она чаще появлялась на нашем канале. Спасибо, Димаш, что благодаря тебе в нашей жизни появились такие светлые, добрые и отзывчивые люди. Алга. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.